Всем привет, всем салем! Сегодня я хочу поделиться с вами своим новым опытом прохождения пробного дня на должность бариста в супермаркете «Перекресток» в Москве. Давайте начну небольшой рассказ. Для тех, кто не в курсе, «Перекресток» — это сеть продуктовых магазинов по всей России. Не знаю, есть ли она в Казахстане или нет, напишите об этом в комментариях. Сейчас эта сеть развивается, идет в ногу со временем и открывает в своих больших магазинах зону кафе, где вы можете посидеть, поболтать, встретиться с кем-то, выпить кофе, чай и приобрести остальную продукцию. Почему я решил откликнуться на эту вакансию? Потому что неоднократно посещая этот супермаркет, я видел в зоне кафе 0 человек. То есть я думал, что там не такой большой наплыв посетителей, и что это будет такая лайт-работа, именно то, что мне сейчас нужно. Поэтому на сайте Авито я с радостью нашел эту вакансию, откликнулся, и мне тут же перезвонили. Меня пригласили на собеседование в самый ближайший магазин от моего места жительства. Я пришел на следующий день к 11 утра. В смс-ке, которую мне прислали, с четким адресом и временем собеседования, указали, что меня встретит директор, но, как оказалось, его не было на месте. Со мной общалась заместительница директора и сам непосредственно бариста, который будет меня обучать и вводить в курс дела. Прошло где-то 10-15 минут, они взяли мои координаты, номер телефона, и я благополучно вернулся домой. Я понял, что нельзя на этом останавливаться, начал искать еще работу, начал еще записываться на какие-то собеседования. И тут мне перезванивает непосредственно сам уже директор. Ему передали мой номер телефона, и он приглашает меня еще раз прийти сегодня, ближе к вечеру, чтобы поболтать уже с ним и с его каким-то партнером. Конечно, мне не составило труда еще раз дойти до перекрестка, и там со мной пообщались директор и, как я понял, человек, который курирует всеми этими кафе по всей Москве. Задавали разные вопросы. Мои плюсы в характере, мои минусы в характере. Почему именно я выбрал эту сферу деятельности? Почему я выбрал именно магазин «Перекресток», а не что-либо другое? Какой у меня опыт? Что вы думаете привнести в наш коллектив и в развитие нашего магазина? Короче, куча интересных и иногда непонятных вопросов, на которые я отвечал. Вот все, что мне приходило в голову, то я и говорил. Мой небольшой совет: прежде чем идти на любое собеседование, стоит все-таки подготовиться. Прочитать элементарно пару статей в интернете вам будет достаточно. Ну а я, как всегда, советую всем одно, а по факту сам делаю другое. Ничему я не готовился, я просто пришел и начал говорить все, что в голову взбрело. Это большой минус, и мне даже показалось, что после нашего расставания мне никто не позвонит и не напишет. Я вернулся домой, еще раз зашел на HeadHunter, на Авито, откликался везде, кто-то мне перезванивал, кто-то мне тут же отказывал, и я записывался на другие собеседования, чтобы, мало ли, если мне не перезвонят из перекрестка, пойду дальше. Ну что же произошло? Та-да! Мне перезвонили, пригласили на следующий день, чтобы оформиться. Конечно, я окрылен с радостью. Побежал на следующий день вместе с пакетом документов. У меня не оказалось медкнижки с собой, и она была даже просрочена, поэтому я бросился сразу же ее продлевать на другой конец Москвы, где раньше этим занимался. Пока я сдавал анализы, меня оформляли. Вечером я еще раз пришел и доложил все документы, которые забыл дома. На третий день меня поставили уже в смену, на пробную, так сказать, версию моей деятельности. И вчера этот день наступил. Я пришел к 8 утра в зону бариста, меня встретил мой сменщик, показал, где мне переодеваться, выдал мне такую жилетку зеленую и шапочку на голове. Шапочка — это прям просто вообще нонсенс, я никогда такие не носил. Не смог я за все 9 часов моей стажировки от нее отказаться, поэтому решил взять себе небольшой презентик на будущее. Кстати, в ней очень удобно готовить выпечку, котлеты, макароны. Советую всем приобрести дома такую же шапочку, она классная. Я прошу прощения, мои соседи сверлят, делают ремонт, поэтому не обращайте на эти звуки никакого внимания, иначе я буду записывать это видео целый день. Так как начался у меня мой первый день в перекрестке? Мой сменщик схватился за все мои знания в области варенья кофе и поменял их немножко. Научил взбивать пенку так, как должно быть. Познакомил с новой аппаратурой, с темпером, специальной штукой, которая прижимает кофе в этом холдере. Я не буду во все эти профессиональные штучки-дрючки вас погружать. Я думаю, это не особо-то кому-то интересно. Поэтому плавно перейду к кассе. Там меня вообще просто
полный трэш, я ничего не понимал, куда нажимать, что делать, какой-то подыток, ввод, что-то отмена, скидки какие-то. Короче, вся вот эта информация, она у меня не поместилась вот вообще никак. Видимо, я немного переживал, когда вы приходите на новое место работы, и тем более на пробный день, в большой коллектив, я как понимаю, в смене там, в самом вот супермаркете человек 20-25, и постоянно они вот так вот бегают мимо меня, и немного как бы голова даже кружится. Спустя какой-то промежуток времени я понял, что работать я буду не только на кассе, но а также в отделе развесных продуктов, полуфабрикатов. Вы, наверное, знаете, что в Перекрестке и в любых больших супермаркетах есть специальный отдел, где вам могут накласть готовые салаты в такие ланчбоксы. Так вот, этим я должен тоже заниматься, потому что продавца там иногда не бывает. То есть я должен и варить кофе, и одновременно бегать, накладывать салаты. Вот, как бы вот так вот. Да. Ты не будешь только бариста. Все они взаимозаменяемые и друг друга помогающие люди, и это нормально в нормальном современном коллективе. Открытие для меня это было то, что огромный большой поток людей постоянно мимо тебя и постоянно заказывают кофе, какие-то постоянные покупатели из торгового центра. Перекресток был, кстати, в торговом центре, я забыл об этом уточнить. Целый день, 9 часов я стоял на ногах, но как только у меня удавалась хотя бы одна минутка, я садился на один единственный стульчик в этом пространстве и просто немножечко отдыхал, потому что стоять постоянно в напряжении с людьми, которые идут вот так вот потоком, для тебя это очень сложно будет. Возможно, первое время, не знаю, но для меня это было сложно. В этой работе нужна скорость, сосредоточенность, хорошее настроение, улыбка, общение, ну и взаимозаменяемость. То есть ты будешь вот так вот крутиться, как белка в колесе, и у тебя не будет вообще свободного времени. Что касается покушать, то у тебя тоже нет какого-то определенного промежутка времени. Так как я устраивался на график 2-2, по 12 часов в день, я так и не понял, есть ли у них специальный там перерыв на обед, там полчаса тогда и полчаса тогда. Оказалось, что нет. Я не слышал такой информации, что человек может уйти с этого места своей работы, пойти там поесть в какой-то столовой или еще что-то. Потому что варить кофе не все умеют, и заменить тебя тоже не всегда могут. Никакого мобильного телефона в течение всей рабочей смены. Исключено, просто забудьте свой мобильный телефон дома. Я прочитал инструкцию, такая папка большая, что ты должен делать, какие есть стандарты в компании, твой внешний вид. Вы уже сами видели мой внешний вид. К концу смены я понял, что я куда-то пытаюсь внедриться в какую-то кабалу, в какую-то сферу деятельности, которая меня не особо устраивает. Ты просто как робот должен работать, улыбаться и бегать, прыгать, и скакать, и больше ничего от тебя не требуется, в принципе. С одной стороны, может показаться, да, что там, работа и работа, господи, там, стой, обслуживай, накладывай и тому прочее. Но я наступаю на одни и те же грабли, и в этой сфере я уже работал, как я говорил, я уже был бариста в разных точках, и в буфетах, и что-то наподобие вот таких вот сетевых магазинов. Шел я туда, потому что у меня была такая картина, что там очень мало людей и будет такой лайт-версия работы. Именно эту сейчас я и ищу. Я хочу хотя бы приходить и не быть постоянно в напряге и чувствовать себя рабом лампы. Вот я больше с этим связываться не хочу. Хочется приходить с радостью на работу, обслуживать клиентов, обслуживать покупателей, людей, знакомиться с ними, общаться, но не в таком потоке, не в такой скорости. Видимо, к моим 33 годам я начинаю искать все-таки более спокойное место работы. Не такое прям скоростное, что ли. На мой взгляд, эта работа подойдет молодежи, там, кому 24-25 лет. Но мне нужно что-то другое, я это понял после моего пробного дня. Нужен другой формат. И я продолжаю искать. Уже 3 места, куда я на следующей неделе поеду на собеседование. Пожелайте мне удачи, я надеюсь, все получится. Да как надеюсь, я знаю, что все получится. Здесь я хочу еще раз напомнить о своем совете в моем прошлом видео про 6 ошибок в поиске работы. Цените свое время и не идите туда, где вам вообще изначально абсолютно ничего не нравится. Вы будете насиловать себя каждое утро и каждый день. Это скажется на вашем психологическом состоянии, психическом, моральном, физическом. Вы будете получать деньги, зарабатывать, но без радости, и вы будете все больше и больше ненавидеть то, что вы делаете. Это плохо, поверьте, это очень плохо. Я с этим сам сталкивался. Слушайте себя, свое сердце. Если организм и весь ваш мозг говорит, что нет, иди дальше,
Останавливайтесь, говорите «нет» и идете дальше. Вы никого не подводите. Вы подведете только себя, если согласитесь на то, что вам не нравится. Я не говорю, что все должны так делать, я просто сам на себе, на своем опыте понял, что я попробовал, этот формат мне не подошел. Значит, я закрываю эту дверь и иду дальше, потому что впереди много дверей, которые обязательно передо мной откроются. Нужно верить в себя, в свои силы, в свое настроение, всегда улыбайтесь и чаще говорите себе комплименты в зеркало. Вот такой небольшой опыт был у меня на днях в магазине «Перекресток». Надеюсь, что вам понравился выпуск. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Тот, кто ищет, всегда найдет. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.